Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие сегодня ожидать движения по доллару, нефти, золоту, рублю и другим ключевым активам. Так, давайте начнем с календаря событий. Сегодня в Соединенных Штатах выходной день, день памяти, поэтому есть определенная специфика из-за этого. Вышла статистика по Японии. По Японии и объем розничных продаж и производства ниже ожиданий. Но здесь сказывается специфика. Япония экспортно ориентированная страна, высокоразвитая. Но сейчас, как известно, идет определенные проблемы с поставкой сырья и, соответственно, не получается в полном объеме выполнять поставленные планы. Ковид перепутал логистические цепочки, и из-за этого многие вещи сбоят. Ну а розничные продажи, тут ситуация вполне очевидна, потому что сейчас обстановка, она достаточно такая неопределенная, и, по-видимому, люди придерживают расходы. Так, далее по Китаю индекс деловой активности в промсекторе чуть-чуть хуже ожиданий вышел, но здесь что примечательно, он не растет. То есть вот 50 он перешагнул, и в этом состоянии он завис. Переходя к российским событиям, сегодня Интеррау сообщит операционные результаты и финансовые итоги. В 12:00 телеконференция. Так, сегодня еще по Газпрому финотчетность и телеконференция. Но это уже будет ближе к вечеру в 16:00. Так, X5 сегодня закрытие реестра, ММК ГОСа, Акрон ГОСа, Фосагро закрытие реестра, Вимпелком совет директоров. Так, что касается текущих событий, еще Соединенные Штаты начали покупать иранскую нефть, и российские авиакомпании начали облетать Белоруссию. Но я думаю, с этим инцидентом в самолете Белоруссию будут очень сильно зажимать санкциями. Это будет не одномоментно, но постепенно здесь давление, я думаю, оно будет очень сильно нарастать. То, что касается нефти, скорее всего, сейчас из-за того, что лето, спрос растет на бензин, весьма вероятно это событие в моменте оно реакции не окажет. Но в среднесрочной перспективе уже оно, конечно, будет существенное давление оказывать на рынок нефти. И, по-видимому, из-за открытия Ирана здесь либо будет коротенький задерг по нефти на 80-94 и потом сразу же откат, либо мы даже на эти значения, возможно, и не пойдем. Так, ну и вот, возвращаясь к ценам на нефть, российские аналитики ожидают, что 55-60 долларов за баррель будет средняя цена в 2021 году. Соответственно, мы с вами видим, что для того, чтобы была такая цена, текущая цена должна сохраниться, и даже необходим коррекционный откат, ну где-то на 57-55 долларов за баррель. На самом деле, я думаю, где-то вот 60-65 по моим ощущениям. Но с учетом летнего роста, все-таки, я думаю, какой-то задерг наверх еще произойти может. Так, далее вот по российской экономике прогнозирует рост 3,5%. Но на самом деле 3,5% это, как я ранее рассказывал и пояснял, это минимальное значение, которое должно быть у страны с низкой базой, ну типа России, для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то происходило и двигалось. С учетом того, что вот эти значения не достигаются в результате так называемого отскока постковидного, то это значение оно слишком низкое. То есть для того, чтобы ощущалось какое-то позитивное изменение, в текущих условиях должен быть хотя бы 5-5,5% отскок. Но такого мы, к сожалению, не видим, и оно даже не ожидается. На прошлой неделе еще произошло одно очень интересное событие, которое затрагивает американские и мировые нефтяные гиганты. Это касается изменения политики. От них требуют ускорить и увеличить борьбу с выбросами парниковых газов. Ну, парниковый газ это СО2, углекислый газ. Но нефтяные компании, они производят нефть. При сгорании нефти образуется углекислый газ и вода. Это, в общем-то, основные компоненты там на 99%. И поэтому не совсем понятно, каким образом они будут сокращать. Но здесь еще имеется в виду, что они должны снизить образование СО2, в том числе
и при добыче нефти и газа. Но здесь на самом деле западные компании, американские, у них и так технология в достаточной мере доведена до совершенства, потому что у них нет ни сжигания попутного газа, как у российских компаний, ни иных способов утилизации нефти и газа. Shell вообще было приказано сократить выброс углекислого газа на 45% к 2030 году. Но здесь ситуация, она двоякая. С одной стороны, она заключается в том, что вроде бы нефтяные компании и сокращение парникового эффекта это как микробы и антибиотики. То есть они как бы несовместимы. Либо нефтяные компании, либо сокращаем СО2. С другой стороны, вот эти тренды на борьбу с парниковым эффектом, с так называемым парниковым газом СО2, они могут привести к тому, что из-за введения ограничений нефть станет дефицитом. И действительно в такой ситуации цены на нефть могут просто улететь в космос. Тут уже открывай, не открывай Иран, какие там соглашения ОПЕК будут. Если нефтяные компании крупнейшие сократят добычи или значительно увеличат издержки на добычу 1 барреля 1 тонны нефти, то цены на нефть они как бы будут очень и очень высоки. Но здесь на самом деле задумка, насколько я понимаю, она в этом и заключается, чтобы сделать добычу нефти и использование ископаемых видов топлива экономически невыгодным. Для того, чтобы поднять затраты и чтобы поднятые затраты они делали где-то плюс-минус наравне с использованием так называемой зеленой энергетикой. То есть солнечные батареи, потом литиевые аккумуляторы в машинах и так далее. С одной стороны, дело это, конечно, благое, перевод, в общем-то, экономической и технологической фазы развития социума. Но, с другой стороны, вот это поднятие издержек на этом этапе перехода, попытки через силу перевести, оно, в общем-то, увеличит издержки. Помимо того, что мы имеем достаточно существенную инфляцию, это может вызвать ряд негативных моментов. И как это ни парадоксально, это может привести просто к взлету цен на нефть. По крайней мере, на период адаптации, перехода на зеленые источники энергии, так называемые. Так, текущая ситуация с распространением коронавируса идет в рамках мирового масштаба спад, по крайней мере на текущий момент. Но здесь удивляться нечему. С одной стороны, очень высокая степень вакцинированности. В Соединенных Штатах она вообще практически 100%. В Израиле она уже давно 100%. Но Израиль небольшая страна, 10 миллионов, Соединенные Штаты 350 миллионов. Поэтому в Соединенных Штатах, можно сказать, ковид сошел или в ближайшее время сойдет на нет. В Индии вроде бы ситуация улучшилась, в Бразилии почти улучшилась, в России она стабилизировалась. И таким образом мы с вами получаем, что на текущий момент с ковидом проблема либо решена, либо она минимизирована. На самом деле аналогичная ситуация была прошлым летом. Летом он все-таки затихает. Вопрос в том, что будет осенью. Но, скорее всего, Соединенные Штаты здесь уже, если вакцина работает, то никаких изменений негативных не произойдет. А вот другие страны, в частности Россия, они могут оказаться между молотом и наковальней. Так, друзья, возвращаясь к тому, что всех сейчас волнует, это Китай. В Китае началось стагнирование роста производственной активности. Это связано с тем, что значительно выросли, надули пузыри на рынке commodities, но сейчас пошел небольшой откат, как в ценах на медь, так в ценах на уголь, и в других активах то же самое. Но уже как бы торможение некоторое китайской промышленности, оно произошло. Поэтому здесь, в общем-то, неблагоприятные последствия, по крайней мере на лето, мы будем наблюдать в той части, что все замедляется, все застывает. И маховик китайской экономики, он вот этот максимальный рост цен на commodities так и не проскочил. Но другой артефакт, который должен был разогнать и унести в космос китайскую экономику, это рост внутреннего потребления. Но здесь тоже случился казус, который заключен в том, что из-за роста сырья начали значительно расти отпускные цены заводов, а при этом рост
потребительских цен, он пока не такой большой. Но вот это движение, оно указывает на то, что индекс потребительских цен будет в ближайшее время значительно расти, потому что, как ни крути, но если происходит рост отпускных цен, индекс цен потребителей тоже толкается наверх. Либо возникает эффект так называемой скрытой инфляции, когда официальные данные предоставляются на одно число, а на самом деле как бы реально ощущаются совершенно другие числа и значения. И поэтому, собственно говоря, это вот второй фактор, который из-за роста цен на сырье будет китайской экономике мешать проскочить вот этот негатив от ковида, который был, и, соответственно, продолжать стремительно расти. То есть они не могут запустить внутренний спрос, внутренний рынок, на который они хотели делать ставку, чтобы стать независимыми от так называемой западной цивилизации, для которой они производят товары. Так, ну вот и Турция, турецкая экономика показывает отличный промышленный рост, но здесь из-за того, что происходит с турецкой лирой, не наблюдается роста благосостояния населения и увеличения позитивной составляющей потребительских затрат. То есть, ну как бы рост цены, колебания лиры, они съедают весь позитивный эффект. Тут вопрос в структуре экономики Турции, которая заключается в стимулировании через кредитование и рост затрат государства, бюджета и так далее. Ну и то, что происходит, в общем-то указывает на то, что осенью, ближе к зиме, возможно, в Турции какие-то потрясения произойдут, потому что такое ощущение, что не успеют они проскочить ту точку минимальную, когда люди смогут вытерпеть изменения экономической ситуации, пока как бы рост промышленности и перезапуск экономики даст о себе знать. Так, ну и текущая ситуация, которая по Саудовской Аравии, здесь ожидается то, что цены на нефть, они в течение лета сохранятся на имеющихся значениях. То есть никто не ждет того, что нефть в ближайшие 2-3-4 месяца будет проседать. Ну вот у меня тоже такое ощущение, что летом все будет нормально, все будет прекрасно, возможно даже задернут, а вот осенью пойдут всевозможные варианты. Так, ну вот здесь такая интересная очень вещь, написано, что Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в преддверии встречи ОПЕК+. Ну, здесь, как бы, я думаю, на самом деле, ну, связь, конечно, есть, но нельзя сказать, что она ни негативная, ни позитивная. Они, видимо, нарастили экспорт для того, чтобы выбрать те квоты, которые назначены. Я думаю, это связано только с этим. Ну и в целом, конечно, экономика Саудовской Аравии, которая провалилась в результате ковидного кризиса, сейчас она значительно отскочила. Вот. И с учетом того, что там идет активное перестроение на зеленую энергетику, то есть на получение солнечной электроэнергии и ее конвертацию, я думаю, Саудовская Аравия в ближайшие 10 лет это как раз именно та страна, у которой будет все очень хорошо. Там на самом деле у нее есть только одна проблема, связанная с переходом на зеленую энергетику. Ну как-нибудь отдельно мы это обсудим. Так, ну вот по золоту пошли предположения, что оно достигнет исторического хая, его перебьет к декабрю текущего года. Я думаю, это произойдет раньше. Это связано с тем, что инфляционные риски, они так или иначе будут заставлять покупать золото. Ну, сейчас летний период традиционно, типа летом покупки физического золота снижаются, но здесь появляется такой фактор, усиливающийся как инфляция, галопирующая инфляция. И вот этот фактор, я думаю, он может нарушить корреляцию, что летом цены на золото обычно проседают, либо находятся в боковике. Так, ну и вот несмотря на летний сезон, продолжают прогнозировать рост цен на газ. Если рассматривать месячный таймфрейм цен на газ, то здесь получается достаточно высока вероятность того, что в июне-июле будет тестирование 3,4 вот этого значения. По крайней мере для того, чтобы, скажем так, здесь появилась ясность в этом движении, необходимо ее потестить, а дальше либо откат на 2,15, либо пробой и движение на 4. Вот. Но сейчас, несмотря на летний сезон, очень много факторов указывает на то, что это движение получит развитие.
Так, друзья, переходя к графикам, китайский фондовый индекс CSI 300-дневной таймфрейм, идет попытка откатиться, но с другой стороны, видите, здесь есть определенное сопротивление 5250. Если это значение не пробивается, то весьма вероятно все это движение в рамках консолидации. Ушли из вот этого диапазона, в котором долгое время находились. И здесь в таких ситуациях наиболее вероятно, что после какой-то проторговочки движение в район 5800 оно продолжится. Так, друзья, далее биткоин. Ну смотрите, дневной таймфрейм. Здесь вот идет вопрос удержания уровня, который 34 000, 33 300. Если этот уровень в ближайшие дни не будет пробит, то мы, соответственно, отсюда получаем движение, цель которого 40 тысяч, 41 тысяча, вот сюда вот. Но вот с моей точки зрения, по крипте сейчас наиболее вероятно и наиболее, скажем так, правильно было бы консолидироваться либо вот в этом диапазоне, либо в чуть более широком. Опять же, как бы, ну, кто-то там пророчит, что все, крипта рухнула, ужас, сейчас полетит там на 3-4 тысячи долларов за биткоин. Ну, такой сценарий, конечно, возможен, но с другой стороны, не забывайте, что, в общем-то, очень много денег сформировано в мире, эти деньги надо куда-то девать, и они вот туда-сюда гуляют. Сначала крипта, потом товары, и, ну и по логике вещей сейчас должны еще золото раздуть. Так, далее американский индекс S&P 500, дневной таймфрейм, но здесь у него боковичок такой сформировался, 4170, 4220, и с учетом летнего сезона ничего пока не предвещает в плане каких-то существенных изменений, движений. Ну, напрашивается вот и нахождение на этой неделе где-то в этом диапазоне. Правда, американские спекулянты ждут, что он будет расти на предстоящей неделе. Так, друзья, далее VIX. Ну, смотрите, в пятницу было очень сильное движение. Фактически, ну, немножко не дошли до минимального значения в середине апреля, 15,5. Но здесь, с моей точки зрения, ему уже дальше проседать с текущими обстоятельствами некуда. То есть он должен здесь какое-то время консолидироваться в диапазоне 15,7, 18,4. И потом он будет пытаться уйти назад на 24. Но сейчас наиболее вероятно нахождение именно вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм, консолидируется она на хаях. Видите, здесь идет поджатие к уровню 70, 70 с половиной. Никак не может она вот это пробить и улететь повыше. Ну и сейчас на текущий момент здесь сформировано движение. Цель этого движения потестить диапазон 69,7, 70, вот сюда вот сходить. Эта идея отменится, если будет коррекционный откат и пробитие уровня 68,6, 68,5. Пока все-таки больше факторов указывает на то, что сегодня разовьется вот это движение. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. По золоту, по золоту у нас перспективы достаточно радужные. Сейчас на текущий момент формируется импульс движения, цель которого пробить 1913-1914. Если такое произойдет сегодня на повышенном объеме, то мы по золоту уходим закрепляться в диапазон 1921-1925. В каком случае данный сценарий может не сработать? Он может не сработать, если будет коррекционный откат и пробитие 1900. Вот это уже будет напряг. Тогда надо будет смотреть и думать, к чему это приведет. Но на текущий момент все факторы указывают на то, что сегодня мы получим движение на 1921. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Давайте посмотрим. Это дневной таймфрейм, июньский фьючерс. Но здесь как бы уже все складывается таким образом, что он должен откатиться, скорректироваться. И цель этого отката 155 тысяч. Да, если вот на часовик переходить, здесь у нас возникает такая ситуация, что сегодня либо будет пробой 160 тысяч и уход на 163-165, или же если такого пробоя на сегодня не возникает, то у нас на сегодня на вторую половину дня цель движения тестирования 158 500. Ну и соответственно пробой 158 500, 158 300,
открывает движение, цель которого будет сходить вот сюда, вот на 155 и возможно 154 500, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот, я думаю, сейчас будет консолидация вот в этом диапазоне, и соответственно ближе к вечеру будет попытка пробить вот это значение и откатить его куда-то сюда. Если такого не происходит, пробой здесь не возникает, то соответственно ближе к вечеру мы можем попробовать пробить 160 и задрать хотя бы на короткий промежуток времени 162-163. Так, друзья, далее евро-доллар. Но по евро-доллару ситуация очень интересная. Очень интересная, потому что здесь высока вероятность того, что сегодня, ну либо завтра мы уйдем тестировать вот это максимальное значение локальное 1,2266. Критерий того, что это не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 1,2120. Но если вот этого пробоя не будет, то высока вероятность того, что мы либо сейчас от текущих значений идем наверх, либо поболтаемся в этом диапазоне и пойдем куда-то сюда. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, цены на них достаточно высокие, но здесь уже закончился месяц. Сегодня последний день и налоговые платежи совершены. Есть разные позиции, разные взгляды, что они влияют. Кто-то говорит, не влияет, что там заранее все резервирует, и это все чушь. Но тем не менее, определенные закономерности в движении активов в конце месяца, в том числе рубль-доллар, они есть. Ну и сегодня это дневной график я поставил. У нас весьма вероятна попытка вернуться вот в этот диапазон 73,3, 73,7. Соответственно, данный сценарий не срабатывает, если сейчас будет пробой 73,1. Тут весьма вероятно сформируется движение. Цель этого движения середина вот этого диапазона, это 72,45, 72,5. Я думаю, все-таки более вероятно нахождение в этом боковике, по крайней мере на сегодня. Так, ну и вот часовик у нас указывает на то, что сейчас пошел импульс движения. Если будет пробой 73,3, то весьма вероятно сегодня у нас движение дойдет на 73,4, 73,45. А вообще в идеале отсюда импульс должен привести к тестированию вот этого уровня 73,6, 73,7. Вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-рубль. Ну вот евро-рубль он мне по многим критериям больше нравится, по крайней мере в дневное время. На дневном таймфрейме здесь произошел отскок. И соответственно сейчас на предстоящей неделе у нас движение в паре рубль-евро находится на 90,3. Опять же, данное движение не сработает, если будет продолжение укрепления и пробой 89. Вот 89, если пробиваем, то далее движение на укрепление рубля развивается на 88,5. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну и часовик. По часовику у нас сегодня здесь должно развернуться движение, цель которого сходить сюда на 89,6. Сценарий не срабатывает, если будет коррекционный откат и пробитие 89,3. Вот 89,3 если пробиваем, цель движения будет 89,17, 89,15. Вот сюда вот. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Смотрите, вот такая свечка стрёмная была в пятницу, но здесь на самом деле ничего страшного нету. Если мы сейчас на открытии и в первой половине дня 305,5 не пробиваем, то все это превращается в консолидацию, и весьма вероятно в этой ситуации сегодня либо завтра у нас будет движение с целью закрыть этот гэп и закрепиться выше этого значения. А если здесь возникает пробой, то отсюда пойдет импульс движения, целью будет тестирование 298,5, 296 вот этого значения. Так, друзья, далее Газпром, недельный таймфрейм. Ну смотрите, цену на газ начали разгонять. Соответственно, это так или иначе Газпром будет удерживать на текущих значениях, либо толкать его выполнить цели, которые с 2008 года над ним висят как дамоклов меч. Здесь что примечательно, есть уровень 255. Если этот уровень пробивается, то вполне вероятно Газпром вернется вот сюда вот на 230-228.
Что касается текущего сценария, то здесь, в общем-то, те же, ну даже повыше немножко уровень, это 4-часовой таймфрейм. Здесь главное, чтобы не было отката и пробития 258. 258, если мы пробиваем, то следующая цель 255, но на текущий момент времени более вероятна консолидация в диапазоне 258-266, вот здесь вот. Ну и среднесрочные перспективы, судя по всему, по нему весьма положительные. Так, друзья, ну и далее Норильский никель. Смотрите, начал он здесь двигаться постепенно с целью переписать исторический хай 28200. Здесь на что хотел обратить внимание. Пока нету пробития 26500, его будут выкупать и толкать наверх. Как только возникает пробитие 26500, то весьма вероятно он пойдет тестировать вот этот уровень, который 25200. Пока такого пробоя нет, по нему наиболее вероятный сценарий — это движение наверх, либо консолидация в этом диапазоне и движение наверх. Друзья, ну в общем-то все. Основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов. Удачи!